Русское оружие всегда отличалось самобытностью, простотой и изяществом. Так пошло с древних времен, когда кузнецы активно осваивали этот промысел. Изучали иностранное, усовершенствовали и придумывали свое. Правда, оружейного производства в централизованном виде, как мы его знаем сейчас, не было. Оружие ковали отдельные мастерские, никак между собой не связанные. Стандарта, естественно, тоже не было, так что в одном подразделении пищали и сабли могли выглядеть совершенно по-разному. Да и поставки материалов шли самыми разными путями. Известен факт, когда Петр приказал снять колокола с церквей и отливать из них пушки для Полтавской битвы. Вот, мы тогда одержали победу над непобедимым на то время Карлом XII, королем Швеции. Естественно, так долго продолжаться не могло, особенно с учетом активных боевых действий, связанных с расширением и становлением российского государства. Осознавая важность оружейной промышленности, в 1712 году Петр I решил заменить многочисленные мануфактуры и приказал основать в Туле первый российский оружейный завод с цехами и специальными машинами. Всего через 8 лет с момента основания предприятия на нем работало уже 1200 человек. Вместе с заводами создавались и технологии. Поначалу отечественные мастера тоже копировали западные модели, но со временем стала рождаться особая русская школа производства оружия. Уже в начале 20 века у нас была современная школа военная, где мы делали свое оружие, особенно в Первой мировой войне. У нас были свои орудия, свои винтовки, свои пулеметы. Пожалуй, весь мир знает, что самое надежное оружие в мире – это автомат Калашникова. Он работает при любых условиях. Ему не страшны вода, грязь, песок. Неудивительно, что он поучаствовал практически во всех войнах 20 века и до сих пор считается одним из лучших автоматов в мире. Между тем, его основатель Михаил Калашников говорил, что главной идеей была простота. Горсть песку засыпайте и стреляйте. Это не выдумка моя. Потому что вот этот принцип работы, чтобы все было свободно. Ведь раньше были конструктора, надо как можно плотнее подогнать все. И как только ветер подул не с той стороны, он уже не работает. А мы, наоборот, сделали такую свободу, когда рама двигается, то этот горсть песку ничему тут не мешает. Сам Михаил Калашников, несмотря на мировую известность, был человеком скромным. Он часто общался с обычными солдатами, чтобы понять, что именно они хотят от оружия и что нужно изменить, чтобы сделать его более удобным и надежным. Когда ему говорили, что вы там создали оружие убийства, он говорил: нет, я создал оружие защиты. Не боялся никаких острых вопросов, ничего. Он чувствовал себя классиком, да, что Калашников есть Калашников. Его уже никто не сдвинет никуда, там, что бы кто бы ни говорил. Сейчас на основе автомата Калашникова созданы десятки различных усовершенствованных моделей. Одна из них — укороченный АКС-74У, предназначенный в основном для правоохранительных органов. Выпускается на Тульском оружейном заводе с 1979 года. Снайперская винтовка «Винторез», разработанная в начале 80-х, поначалу вызвала улыбку у военных. Эффективная дальность едва превышает 300 метров, да с такой снайперкой в штыковую атаку нужно ходить. Но хитрость в том, что «Винторез» — бесшумное оружие. Звук выстрела можно различить только в полной тишине. Идеальное оружие для спецназа. Первые свидетельства о применении винтореза относятся еще к периоду Афганской войны. А настоящий шум вокруг бесшумной снайперки начался в период Чеченской войны. Террористов буквально бесило тихое оружие, они не могли понять, откуда по ним стреляют. В условиях городского боя, где надо быстро двигаться и точно поражать цели, винторез пришелся ко двору. Снайпер мог быстро отстреляться и уйти до того, как враг понимал, что произошло, а позиция стрелка и вовсе оставалась нераскрытой. Идею бесшумной стрельбы на Тульском заводе решили развивать и выпустили автомат «Вал», работающий по тому же принципу, что и винторез. Есть на Тульском заводе и совсем уж хитрая разработка – специальный нож НРС-2 «Взмах». И он тоже умеет стрелять. Правда, всего один раз, но практически без шума. Ствол с нарезами спрятан в рукоятке, а пуля из спецпатрона может точно поразить цель на расстоянии 25 метров.
Особое место в работе Тульского оружейного завода занимает гражданское охотничье оружие. Знаменитые ружья серии ТОС хорошо известны охотникам своим качеством и надежностью далеко за пределами России. Любили тульское оружие и главы государств. Одним из любимых ружей Леонида Брежнева, который был ярым охотником, была двустволка «Штуцер МЦ-1009», сделанная специально для генсека на Тульском оружейном заводе. Сегодня мастера старейшего российского лидера этой отрасли продолжают разрабатывать разные модели, не останавливаясь на достигнутом, как и было принято с самых древних времен.